В предыдущей серии мы вырезали форму стола из пенопласта, нанесли фактуру бетон-контактом и рассказали историю нашего знакомства. Мы сегодня будем декорировать наружную часть, а именно наносить золотой лист на поверхность. Изначально мы планировали сделать наружную часть ракушки просто гладкой. Но, учитывая тот факт, что когда наносишь золотой лист на гладкую поверхность, стыки между золотыми листами практически всегда видны. И поэтому мы решили нанести шершавую фактуру, как бы имитируя более-менее натуральный вид ракушки. И когда наносишь золотой лист на шершавую поверхность, стыки между листами практически незаметны. Ну и перед тем, как наносить золотой лист, я покрыл поверхность вот такой акриловой краской золотого цвета. Для чего это нужно? Когда вы будете наносить золотой лист, здесь есть всякие ямки, выступы, поверхность неровная, и соответственно он будет рваться. И вот в этих микроразрывах и в каких-то ямочках будет золотая краска, и если вы что-то пропустите, это не будет так заметно. Очень важный момент. Золотой лист необходимо наносить вот в таких вот тканевых перчатках. Для чего это нужно? Золотой лист, который мы будем наносить, а другими словами просто поталь, это не чистое золото, а смесь каких-то сплавов. И когда вы беретесь за лист руками, там выделяются жиры, и потом со временем в тех местах, где вы брали с руками, может появиться какие-то пятна. Поэтому работать нужно только в тканевых перчатках. Много золота, когда не так и плохо там. 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 Постоянно в комментариях у нас интересуются, что за треки звучат в наших видео. Все треки у нас пишет Татьяна и публикует на нашем втором музыкальном канале. Ссылку я оставлю в описании. И трек, который вы только что прослушали про золото, также написала она и сама же его исполнила. Ну а сейчас мы приступим к тому, ради чего и затевалось это видео. А именно к технике создания рисунка, имитирующего ракушку галиотис. Я расскажу о необходимых материалах, о процессе создания рисунка и о важных нюансах, которые необходимо учесть. Итак, для работы нам понадобятся следующие лакокрасочные материалы. Это пигменты для автомобильных лаков и автомобильных красок. Двухкомпонентный автомобильный лак. Лак можно использовать абсолютно любой марки. У нас вот такой. И еще один из компонентов – это эпоксидная смола. Эту технику можно использовать на поверхностях практически из любых материалов, таких как дерево, бетон, стекло, металл и так далее. В нашем случае мы будем использовать пенопласт, обработанный эпоксидной смолой. В принципе, вся эта техника заключается в послойном нанесении пигментов на черный лак. Мы предварительно покрасили поверхность деталей грунтом черного цвета, чтобы в дальнейшем не образовывалось каких-либо пятен или цветовых дефектов. Сначала я заколирую лак в черный цвет красителем для эпоксидной смолы. Нанесу первый слой и покрою лак пигментом. Просушим этот слой под инфракрасным обогревателем примерно 20-30 минут. И затем нанесем на пигмент закрепляющий слой прозрачного лака. Затем поставим под инфракрасный обогреватель до полного высыхания. Это примерно где-то 2 часа.
или же при комнатной температуре примерно сутки. После полного высыхания первого слоя мы будем наносить своеобразные линзы из эпоксидной смолы. И для того, чтобы они в дальнейшем не отслоились, нам нужно сделать поверхность лака матовой с помощью наждачки крупностью зерна 600. Теперь после полного застывания эпоксидной смолы мы будем послойно наносить лак и пигменты. Сначала слой черного лака, затем пигмент. Затем на пигмент мы будем наносить закрепляющий слой прозрачного лака. И так с каждым цветом пигмента. Сушка между слоями лака примерно 20-30 минут под инфракрасным обогревателем. Под предыдущим видео было несколько вопросов, на которые мы хотели бы ответить. И начать я бы хотела со следующего вопроса. Я слежу за этим каналом уже много лет, но сегодня я решил больше никогда не смотреть ваши видео из-за бесполезных и ненужных разговоров в последних видео. Прощайте навсегда. Ну, во-первых, мы хотим поблагодарить вас за то, что вы очень много лет были с нами. Мы полагаем, что это не было актом благотворительности с вашей стороны, и взамен вы все-таки получили какую-то пользу или удовольствие. Во-вторых, я бы хотела поделиться взамен своими чувствами. Мне кажется, что в последние годы в мире очень остро ощущается дефицит абсолютно всего человеческого. Воспитания, культуры, благодарности, ценности. Я уже не говорю про любовь и уважение. Вот, например, вы посмотрели видео, неважно, наше или чье-то другое, над которым трудились люди. Они вкладывали свои силы,
средства, время для того, чтобы чем-то, чем они могут, поделиться с другими людьми. И вот вы, проходя мимо, посмотрели и оставили вот такой вот злобный комментарий. Для чего? Чтобы приумножить плохое, его и так предостаточно. Понимаете, закон бумеранга и эффект бабочки. Вот вы сказали, забыли и пошли. Для кого-то, например, для какого-то начинающего мастера это может быть ключевым моментом и просто вот вообще отсечь все желания продолжать свою деятельность. Если вы думаете, что вас это не коснется, у вас тоже обязательно это все вернется, потому что Вселенная держит всегда баланс. И вы будете думать, почему это произошло со мной, а потому что когда-то вы с кем-то поделились чем-то злым. Что бы я хотела сказать по этому поводу? Каждый из нас, я думаю, с самого детства, школы, сады, слышали что-то вроде «тебе не стоит танцевать», «тебе не стоит петь», «тебе не стоит рисовать» и так далее, и так далее, и так далее. Если бы мы хотя бы единожды запустили эту идею в свою голову и в свои сердца, то мы бы никогда не нашли свой путь, на котором мы находимся сегодня, который вдохновляет нас каждый день и дает нам силы вставать, даже когда кажется, что уже это конец. Будьте добрее. Следующий вопрос. Как вы обнаружили у себя эти общие таланты? На самом деле мы их обнаружили только благодаря вам, вашим добрым комментариям и реакциям на наши видео. Изначально для нас это была такая акция протеста против рамок, всяких шаблонов, установок, как надо делать. В каждом нашем изделии буквально мы делаем именно так, как не принято и как делать не надо. А в процессе оказалось, что это нравится людям, и более того, это их вдохновляет создавать что-то свое, начинать какие-то свои творческие изыскания. Но вот, кстати, талант вдохновлять людей и давать им чувство, ощущение нормальности их идей и импульс к воплощению этих идей, этот талант у нас действительно есть, и это показал наш жизненный опыт. И еще раз спасибо вам за добрые слова и поддержку. Следующий вопрос. Вы когда-нибудь прорабатываете свой дизайн в эскизах или он существует только в вашей голове? Никогда. Мы настолько самоуверены, что все делаем сразу, и это практически всегда экспромт. Изначально рождается главная идея, потом мы приступаем к ее реализации, а вот в процессе каждой детали мы очень дотошны, если вы заметили. После полного высыхания лака мы будем шлифовать поверхность, придавая ей конечный узор. Шлифмашина в ваших руках будет являться кистью художника, поскольку в зависимости от усилия нажатия и продолжительности вы будете создавать необходимые вам узоры. Надеюсь, визуальный процесс для вас был более-менее понятен. А сейчас о деталях. Использовать для этой техники нужно только автомобильный лак. Другие лаки, масляные, алкидные, там лаки для дерева, еще какие-то, они для этого не подойдут. Наносить лак на поверхность можно не только компрессором, но и кистью. Мы наносили компрессором просто потому, что он у нас был. В этой технике мы использовали пигменты хамелеон для автомобильных лаков и красок. Есть еще масса других пигментов для рисования, для каких-то эпоксидных смол, еще для чего-то. Но все они для нас оказались неподходящими, потому что они не имели такой яркий, насыщенный цвет, как пигменты для автомобильных красок. Поэтому тоже имейте это в виду. Наносить пигмент лучше всего косметическим спонжем. Мы вначале использовали и кисти, и губки, и какие-то там тряпки. Лучше всего косметический спонж. Для нанесения узора вот этих своеобразных линз из эпоксидной смолы мы использовали смолу Art Eco. Она застывает примерно там за 8 часов. Но так как смола на неровных поверхностях, она все равно всплывает. Поэтому как я поступил? Замешал смолу, поставил и начал ждать момента ее застывания. Ну не знаю сколько, это примерно там в зависимости от
производителя смолы. У кого-то больше, у кого-то меньше. Я подождал, пока смола начинает уже застывать, то есть она уже такая горячая становится. И тогда я начал ей наносить вот эти узоры. И она как бы осталась на своем месте и никуда не стекала. И получился узор такой, который мне подошел. На ровных поверхностях, конечно же, такой проблемы бы не было. Потому что ты налил, и она, естественно, на своем месте и остается. Ну и последнее и самое главное. Это нанесение пигмента на черный лак. Когда вы нанесли черный лак на поверхность, нужно уловить точный момент для нанесения пигмента. Если вы лак пересушите, то пигмент на него не ляжет. Или если вы его не досушите, он просто будет размазываться вместе с лаком. Этот промежуток времени, он может быть у всех разным, в зависимости от температуры в помещении. И как там быстро сохнет лак, или там медленнее он сохнет. В нашем случае было где-то примерно 5 минут. После того, как я нанес лак, через 5 минут я начал уже наносить пигмент. И я вам рекомендую для начала потренироваться на какой-то маленькой детали, чтобы понять, как ведет себя лак. Потому что это, очень такой нюанс, самый-самый важный. И еще немножко про цвета. Сколько же цветов нужно накладывать? Мы здесь использовали где-то примерно 4 цвета. Там какой-то, может быть, я не показал в видео. Вы можете использовать цвета по своему усмотрению, какие вам там заблагорассудится, там выбор большой. Но наносить я рекомендую где-то не больше 5 цветов, потому что там уже может получиться просто каша, когда вы будете сошлифовывать. Ну и теперь нам осталось это все покрыть закрепляющим слоем лака и залить эпоксидной смолой. Вообще, в первый раз этот рисунок слоями, он мне попался в изделие одного знаменитого дизайнера. Это был стол из меди, если я правильно поняла. И там как раз-таки создавались вот эти вот бугры, неровности из этого медного листа. Далее на этот медный лист вот с этими неровностями наносились цветные, контрастные эмали. Потом эта поверхность выравнивалась, полировалась. И я просто была в шоке от красоты и уникальности получившегося в результате рисунка. Потом мне попалась эта же техника работы со слоями у одного мастера маникюра. Мне очень понравилась. Вот, кстати, она и решающим фактором была, потому что она воспроизвела вот этот рисунок Галиотиса в оттенках, очень понравилось, и мы, в общем-то, сразу же приступили к реализации. И вот недавно я еще увидела в Японии, таким образом декорируют предметы. Там вообще совершенно потрясающие цвета в нашем вкусе. Это ярко-алый, это золотой, это такой полупрозрачный лак черно-красно-бордового цвета с внедрением туда натурального перламутра, гелиотиса, потом это полируется. Это просто невероятно. Очень рекомендуем использовать творческим людям вот эту технику и привносить какие-то, может быть, свои идеи, где-то еще можно использовать. Напомним, что на нашем канале появилась возможность стать спонсором. Если вы хотите поддержать наш проект, узнать подробности, можно, нажав на кнопку «Стать спонсором», рядом с кнопкой «Подписаться» внизу под этим видео. Итак, друзья, надеемся, это видео было для вас полезным, и вы возьмете эту технику в свою копилку для создания будущих шедевров. А сейчас анонс следующей серии, которую мы планируем выпустить в следующее воскресенье. Немного интриги. Мы будем делать подстолье для этой столешницы в виде ракушки. Оно будет не из пенопласта. Мы очень долго думали над формой, кстати. Интересно, а какое бы подстолье сделали вы? И как вы думаете, что придумали мы? Будем благодарны вам за обратную связь. Понравилось ли вам это видео? Оставайтесь с нами, дальше будет еще интересней. Подписывайтесь на наш канал и, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.